Для ремешков я подготовила разметку, по которой мы будем шить. Помимо нее нам понадобится кожа. Я использую искусственную, можно взять натуральную. Обратите внимание, что в одном направлении кожа тянется сильнее, чем в другом. Прикладываем разметку к коже таким образом, чтобы по длине ремешков кожа не растягивалась, а была более стабильной. Вырезаем по размеру. Я хочу немного подкрасить кожу, сделать коричневый цвет посветлее. Буду красить акриловыми красками тампонированием, то есть простукиванием поверхности. Если вы подобрали кожу нужного цвета, то окрашивание можно пропустить. Предварительно обезжириваю поверхность любой жидкостью для снятия лака. Также можно воспользоваться спиртом. Беру обычный ватный диск, слегка смачиваю и протираю кусочек кашзама, придерживая пальцами. Слишком долго и сильно тереть не нужно, иначе кашзам может скукожиться. Работать нужно легкими движениями, без излишнего количества жидкости. Поверхность подготовили. Теперь берем акрил. У меня обычный художественный сонет коричневого цвета. Для нанесения краски понадобится кисточка. У меня плоская среднего размера. Придерживаем кусочек кожи пальцем за уголок и наносим краску, ровно распределяя ее по поверхности. Излишки вытираем о бумагу. Нужно получить тонкий слой без лишней краски. Плоская кисть в этом как раз помогает. Далее может быть два варианта. Первый – использовать в качестве инструмента подушечку пальца. Проходимся по поверхности легкими похлопывающими движениями. Именно так выглядит тампонирование. Лишнюю краску оставляем на бумаге. При таком способе работы окрашивание получается равномерным, и под слоем краски сохраняется фактура поверхности. Если не хочется пачкать руки, можно надеть перчатки или обмотать палец бумажной салфеткой. Работаем таким образом до тех пор, пока слой краски не станет матовым и едва заметным. В завершении простукиваем поверхность чистым пальцем. Вот так теперь выглядят пальцы. А так слой краски. Оставляем сушиться на 5-10 минут. Промываем кисточку водой и вытираем о салфетку излишки воды. Первый слой подсох. Наносим второй. Количество слоев зависит от того, какой цвет нужно получить и какого цвета была основа. Мне будет достаточно 2 слоев. Второй вариант тампонирования – использовать в качестве инструмента косметический спонж с тонкой гладкой фактурой. Работаем также похлопывающими движениями. Спонж оставляет на поверхности еще более тонкий слой краски. Так как он больше пальца, работается им значительно быстрее. Посмотрите, фактура кожи сохраняется. А вот так выглядит окрашенный кусочек в сравнении с оригиналом.